Друзья, всем привет! Супер важный ролик, не переключайтесь, действительно, это очень важно, потому что, во-первых, закончилась зима, на улице солнышко, на деревьях набухают почки, распускаются первые листочки, птицы начинают петь свои песни, ведь гнезда уличные коты пускаются на поиски своих любимых, а фонд «Внимание» запускает новые работы сразу на нескольких объектах. В двух словах, у меня много новых подписчиков, если вы не понимаете, о чем речь, что такое фонд «Внимание». Прошлым летом я организовал фонд «Внимание». Это фонд помощи, фонд сохранения исторического наследия. Мы работаем в России, в разных городах, и выдаем гранты на сохранение исторического наследия, зданий, их элементов. Помогаем юристами, помогаем местным активистам. Мы делаем все, чтобы по крупицам собирать уходящую, как песок сквозь пальцы, красоту, богатство и культуру нашей страны. В прошлом году мы восстановили много объектов по всей стране. Я об этом делал отчеты, почитайте все это по ссылочкам в описании. Зимой я отчеты не делал, потому что зимой работы практически не велись, но сегодня у меня есть большой отчет о том, что мы уже сделали, что мы делали зимой и что мы планируем делать дальше, поэтому я прошу вас посмотреть этот ролик. Это действительно, ребят, очень важно. Поставить этому ролику лайк, распространить его, потому что все, что мы делаем благодаря вам, благодаря вашей помощи и поддержке. Итак, первый объект – дом со львом. Я про него уже много рассказывал, и мы наконец-таки начали восстанавливать обшивку и наличники дома со львом. Это крестьянская изба в Саратовской области, интерьеры которого были расписаны в начале 20 века. Посмотрите, какая красота, это просто фантастика, что этот дом нашли, что его сохранили, и сейчас мы этим домом плотно занимаемся. Чтобы сохранить этот дом на долгое время, реставраторам пришлось заменить нижние венцы сруба. Разбирать и собирать дом заново нельзя, это погубило бы живопись, поэтому сруб был поднят над землей. Наличники и декор мы сняли для реставрации, все вернется. Мы сохраним все подлинные детали, а утраченные сделаем по аналогии с уцелевшими. Интересно, кстати, что при разборе конструкции рабочие обнаружили оригинальную голубую краску, которая на незащищенных поверхностях практически исчезла. Так что теперь мы даже знаем, во что и как надо красить. Очень круто, я с нетерпением жду, когда работы по этому дому будут закончены. Следующий проект Асимонтала. В Ленинградской области мы продолжаем воссоздавать Асимонтала. Это деревянный дом рабочих железной дороги, построенный финскими архитекторами в 1916 году. Впоследствии здесь разместится бесплатный краеведческий музей и пространство для приема гостей. Да, то есть это не какой-то там частный дом, кому-то мы на даче строим. Да? Краеведческий музей будет очень интересное здание. Вот так дом выглядел до начала восстановительных работ. Оригинальные двери и окна были утрачены во время Второй мировой войны. Позже все двери и окна заменили на более простые конструкции. Сейчас мы занимаемся как раз тем, что воссоздаем окна и двери максимально похожие на оригинальные. Начать нам работу пришлось по старым фотографиям, тогда это был единственный сохранившийся источник информации. Но позже с помощью историка искусства Анастасии Мартыновой нам все-таки удалось найти чертежи дома. Она отправила запрос в архивы финского города Миккеле, и там смогли разыскать нужные документы. До этого никто не был уверен, что они вообще сохранились и дошли до наших дней. Эти чертежи стали ценным дополнением к уже имеющейся информации о доме, и благодаря им реставраторы сейчас восстанавливают окна и двери максимально близко к оригиналу. То есть очень круто, и прямо домик будет как новый, таким, каким он был построен архитектором изначально. Надеюсь, финны оценят то, что мы делаем. Я знаю, как трепетно финны относятся к сохранению исторического наследия, как они берегут окна, двери, все детали. Мне очень хочется, чтобы финны порадовались и, кстати, может быть, поддержали наш фонд. Я знаю, ребята с финского посольства смотрят мой канал. Следующий объект — это купеческий дом в Бузулуке. Благодаря вашим пожертвованиям мы собрали 265 тысяч рублей на восстановление фасада, двери и окон купеческого дома в Бузулуке. Работы уже начались. Резчик по дереву Сергей Пимахин сделал обмеры дома и начал вытачивать недостающие элементы декора по аналогии с сохранившимися. Установка новых деревянных деталей и окон будет закончена весной, уже скоро. Дальше останется только покрасить фасад, этим уже займутся волонтеры и жители дома. Следующий объект.
У нас начались работы в доме Станового в Санкт-Петербурге. Мы демонтировали входную группу первой парадной и отвезли ее в мастерскую на реставрацию. Реставраторы уже сняли старое лакокрасочное покрытие, для этого его предварительно пришлось прогревать феном. Недавно жильцы дома на накопленные 169 тысяч рублей заменили страшные металлические двери черных ходов на деревянные. Точные сведения о внешнем виде оригинальных дверей, к сожалению, не сохранились, поэтому новые двери были сделаны по аналогии с другими уцелевшими дверями дома. Следующий объект невероятно интересный – это дом Бака. Мы запустили новый сбор на реставрацию тамбура второй парадной в знаменитом доходном доме Бака. Это одно из самых известных зданий Санкт-Петербурга. Визитная карточка дома – это воздушные галереи во дворе. Если вы любите Питер, вы наверняка это здание знаете. В разное время жителями и гостями этого дома были художники Лев Бакст, Марк Шагал, Валентин Серов, поэты Сергей Сенин, Анна Ахматова и Марина Цветаева, балерины Галия Уланова и Ольга Заботкина, композитор Дмитрий Шостакович и многие-многие другие известные люди. Дом непростой, дом знаменитый, невероятно красивый и очень крутой, поэтому я рад, что мы сейчас начали этому дому помогать. Долгие годы дом оставался без надзора и медленно разрушался. Во время войны он потерял свою башенку, а в 1968 году при ремонте были утрачены многие элементы декора. Со временем стала разрушаться лепнина, мраморные ступени и подоконники, перила и зеркала были разбиты, а двери просто украдены. Жители очень ценят свой дом, они по крупицам собирают его историю и стараются своими силами сохранить его архитектуру. Тем не менее, к сожалению, без профессиональной реставрации здание все равно продолжает разрушаться. Жители сейчас добились переноса капитального ремонта фасада с 2033 на 2018 год, но внутренний декор не может быть восстановлен за счет средств фонда капитального ремонта. То есть внутренний декор лежит на плечах самих жителей. Фонд внимания проведет работы по реставрации тамбура второй парадной. Вот так вот вход в парадную выглядел в 2002 году. А вот так вот тамбур выглядит сейчас. В доме Бака проводится капитальный ремонт фасада. Как я уже сказал, жители добились его переноса, поэтому внешние двери сейчас временно сняли. Вместо внутренних деревянных дверей сейчас страшные металлические. Стены наспех покрашенные в красный цвет, такого быть, конечно же, не должно. Краску придется счищать, а двери менять на те, которые были, на оригинальные. Оригинальные резные двери заменили металлическими в начале нулевых годов. Тогда коммунальные службы посчитали их более безопасными, как это часто в Питере бывает. А снятые двери куда-то пропали. Спустя много лет случилось чудо. Их случайно нашел краевед, блогер и эксперт нашего фонда Максим Космин. В 2017 году он увидел в Фейсбуке фотографию подруги из кафе «Рубинштейн» на улице Рубинштейна, где старинные двери висели на стене в качестве украшения. В этих дверях Максим сразу же узнал входную группу из дома Бака. К счастью, владельцы кафе оказались просто красавчиками. Они, конечно, не подозревали, что двери это из знаменитого дома. Они их получили в подарок от знакомого декоратора, который тоже не знал об их происхождении. После обращения Максима владельцы заведения согласились отдать двери жильцам, как только начнется реставрация дома. И вот этот момент настал. Еще раз, ребята из кафе «Рубинштейн», вы большие молодцы. Здесь нужно понимать, да, что так как дом — это объект культурного наследия, для его реставрации необходимо соблюдение процедур под контролем Комитета по охране памятников истории и культуры. Это значительно увеличивает сроки и стоимость всего процесса. Значит, для того, чтобы восстановить тамбур, потребуется больше 1,5 миллиона рублей. Эта сумма включает разработку документации, проведение всех необходимых процедур и согласований и профессиональную реставрацию. Собственники на сегодняшний день не могут себе позволить оплатить работы самостоятельно. Здесь нужно понять, что состав обитателей дома очень разный, и треть квартир в доме — это до сих пор коммуналки. Понятно, что у людей нет возможности собрать эти деньги. Но дом Бака — это достояние не только его жильцов, но и всего Санкт-Петербурга. Это достояние всей России. Посмотрите, какая красота. И вы тоже можете помочь этому проекту. Для этого достаточно оформить разовое или ежемесячное пожертвование на сайте нашего фонда. Я уверен, мы в ближайшее время деньги соберем и начнем восстановление этого уникального дома. Ребята, а кто из Петербурга, кому тут город не безразличен, пожалуйста, не проходите мимо. Да? Давайте сделаем хорошее дело и восстановим парадную такой, какая она должна быть. Потому что кроме нас это никто не сделает. Следующий объект, про который хотел бы рассказать, это Белая башня. Вы ее помните, мы уже помогали ей. И по этому объекту у меня есть маленькая, но очень приятная новость. В Белой башне в Екатеринбурге зажегся свет.
Свет в том числе зажегся благодаря вам, друзья, кто помогал. И еще осенью мы тогда собрали деньги на восстановление электричества и установку громотвода. И вот половина дела уже сделана. Громотвод мы установим в мае, но пока дали электричество и уже работает свет. Потрясающе, потрясающе, да? Видите, чудеса происходят, и это несложно. Это были главные новости фонда, которые я хотел вам рассказать. Если вам интересны детали, пожалуйста, заходите на наш сайт. Я не буду грузить, потому что много всего происходит. Заходите, пожалуйста, на наш Поэтому, если у вас есть возможность, оставьте пожертвование разовое. Будет хорошо, если вы сделаете подписку на ежемесячное пожертвование, потому что ежемесячные пожертвования, они помогают нам планировать нашу работу и как-то смотреть вперед и прогнозировать, что мы будем делать дальше. При этом отдельно хотел подчеркнуть, да, что речь не идет о каких-то больших пожертвованиях. Даже там 100 рублей ежемесячное пожертвование, это чашка кофе, полчашки кофе в Москве. Они погоды вам не сделают. А для нас 1000 пожертвований по 100 рублей – это уже 100 тысяч. А 10 тысяч пожертвований по 100 рублей – это уже 1 000 000 рублей. Да? И на эти деньги мы можем каждый месяц сделать много-много хороших дел. Поэтому я прошу вас зайти на сайт фонда и оформить разовое, а лучше ежемесячное пожертвование. Также я хотел бы обратиться к компаниям или людям, кто готов оказать более серьезную помощь. У нас есть крупные проекты, я пока их не выставляю на сайт, потому что мы не можем собирать там пока миллионы на более серьезный проект. Если ваша компания или вы лично готовы вложить большую сумму в сохранение истории и культуры нашей страны, помочь нашим городам, напишите мне, контакты все в описании, мы с вами договоримся, я с удовольствием подсвечу эту деятельность, да, вы сделаете благое дело, мы об этом всем расскажем. И не потому, что вы хотите там как-то пропиариться или еще что-то, да, у нас так обычно люди не любят говорить о своих хороших делах, просто еще раз, мне очень важно задать положительный тренд, мне важно показать, что не нужно проходить мимо вот этого, да, что нужно брать, помогать, делать, восстанавливать, нельзя быть равнодушным. Так что, ребят, вся надежда на вас, проходим по ссылочкам в описании, подписываемся на все социальные сети, распространяем этот ролик, отправьте его своим друзьям. Может быть, кто-то не знает о фонде, поддерживайте нас, всем спасибо, скоро будут новые отчеты, я надеюсь, в следующем ролике будет больше результата, потому что сейчас у нас по многим объектам начинаются работы. Все, всем пока, не забудьте поставить лайк на этот видосик.